Скорость сплавляемого по реке плота и скорость течения воды в реке одинаковые. Что обладает большой кинетической энергией? Вода объемом 1 метр кубический или древесина объемом 1 метр кубический? Задача очень простая, в принципе, на сравнение двух кинетических энергий. Итак, мы имеем скорость сплавляемого плота и скорость течения одинаковые, объемы в них тоже одинаковые. В воды равно В плота. И разница в чем будет? Разница будет в плотностях материала. Ро воды равно 1000 кг на метр кубический. Ро древесины может колебаться, как правило, от 300 до 750 кг на метр кубический. Пишем это. Практически максимальное значение 720 кг на метр кубический. Более плотная порода имеет, естественно, большую плотность. Меньшая порода имеет меньшую плотность, где-то от 350 и выше. Итак, сравним вот этих две кинетические энергии. W воды и W плота. Кинетическая энергия, известная формула V равно mv квадрат делить на скорость. Это у них одинаковые, поэтому будем подставлять вместо массы соответствующим образом их объемы и посчитаем, чему будет равна масса воды, масса древесины при одном и том же самом объеме. Сравним эти две кинетические энергии. Итак, посчитаем, чему будет равна кинетическая энергия воды. Равна. Масса это что? Это объем V умножить на ро воды на V квадрат. V квадрат это скорость. Не совсем удобно V, вот V воды. Так сделаем V. А тут V делаем вот такой, чтобы была разница. Деленное на V. Это у нас масса получилась. Объем это 1 метр кубический. Это плотность воды. Это скорость воды. W плота чему равна? Тоже объем умножим на ро плота, умножим на скорость V квадрат и делить на 2. Теперь разделим и посмотрим, какое будет соотношение. W воды, W плота мы получаем. W воды это объем воды умножится на это 1 метр на ро воды и на скорость квадрат. Делить на. Вот мы записали. Это кинетическая энергия 1 кубометра воды. 1 кубический метр на плотность воды и на скорость. Теперь в знаменателе будет значение кинетической энергии, которая имеет плот при такой же точной скорости. V ро плота, объем, плотность и скорость пойдет в знаменатель. Этот V будет разделить ро плота умножить на V квадрат, а двоечка пойдет наверх. Что можно сократить из равных величин? Первый случай это двойка. Объемы можно сократить. Они одинаковые. 1 метр кубический. Скорость у них тоже одинаковая. Тоже можно сократить. Что мы получили? Ро воды на ро плота. Вот их отношения. И теперь посмотрим, какие будут числовые значения. Кинетическая энергия воды так относится к кинетической энергии плота. Объемы одинаковой величины, как 1000 кг на метр кубический. Это плотность воды и плотность 720 кг на метр кубический. Эти величины можно сократить. 1000 делить на 720. Вот как можно 1 0 убрать, как 100 относится к 72. Кинетическая энергия воды так относится к кинетической энергии плота, как где-то 1,4. Больше 1,4. Так можно сказать, что кинетическая энергия воды равна 1,4 кинетической энергии плота. Как минимум. А то если плот еще имеет меньшую плотность дерева, то еще будет больше. Кинетическая энергия воды больше кинетической энергии плота.